Всем привет! Сегодня мы свяжем вместе красивую подставочку для чашки в виде цветочка. И нам понадобится крючок 3,5 и Ярнард джинс разных оттенков, какие вам нравятся. Ярнард джинс плюс. Она вяжется очень быстро, всего лишь за 30 минут мы сможем сделать сразу несколько украшений для кухни и в подарок друзьям. Вам это очень понравится. Подставку можно использовать не только под чашку, но и как маленькую подставку под конфеты, свечи или декор, чтобы добавить уюта и красоты в вашем доме своими руками. Давайте приступать. Первую подставочку я связала в таком бежево-молочном цвете, а здесь я решила помешать сразу 3 цвета. Поэтому начинаем. В кольцо амигуруми набираем, делаем 3 воздушные петли и набираем 14 столбиков с накидом. Нет, я не хочу 3. Переходим ко второму ряду. Соединительный столбик я делаю другим цветом. А вы в зависимости от того, каким цветом вы собираетесь вязать дальше. Делаем 3 воздушные петли. И дальше вяжем 15 прибавок. В конце ряда у нас получится 30 столбиков без накида. Теперь можно подтянуть. Так. И делаем соединительный столбик. Вот так у нас пока получается. Серединку нужно подзатянуть. Вот она красота. Дальше делаем воздушную петлю и вяжем столбик без накида. Следующую петлю мы вяжем полустолбик с накидом и столбик с накидом. Это в одну петлю. Следующую петлю мы вяжем столбик с 2 накидами и еще столбик с 2 накидами. В следующую петлю вяжем 3 столбика с 2 накидами. В следующую вяжем 2 столбика с 2 накидами.
Дальше вяжем столбик с одним накидом и полустолбик с накидом в одну петлю. Вот такой лепесточек получается. Следующую вяжем столбик без накида. И теперь повторяем все снова. У нас с вами получится 5 лепестков. Вот так. У вас немножечко полотно будет таким волнообразным. Не смущайтесь, не обращайте внимания. Вяжем до конца сами. Довязываем третий ряд. Смотрите, видите, вот у меня тоже волна идет. Не смущайтесь. Я хочу ввести третий цвет, поэтому я обрезаю ниточку и делаю соединительный столбик уже коричневое пряжи. Так. И теперь я вяжу воздушная петля. Сейчас здесь подтяну сзади. И вяжу, смотрите, обхватываю столбик и вяжу столбиками без накида. Смотрите, у нас получается вот стеночка. И так вяжем до конца ряда. Это у нас получается бока. Боковая стеночка будет. Смотрите, она уже, видите, вот выравнивается. Вот так. Довязываем до конца. Связали 4-й ряд. Видите, волна немножечко все равно есть, но, во-первых, надо будет немножечко разровнять. Оно разровняется. И 5-й ряд мы вяжем. Сейчас мы свяжем 5-й ряд и потом уже будем подравнивать. Делаем 3 воздушные петли и обвязываем всю боковую стеночку столбиками с накидом. Вот так идем по кругу.
Дальше довязываем до конца. Довязывайте сами. Довязываем 5-й ряд. Так, обрезаю в ниточку. Видите, все равно волна немножечко есть, но мы сейчас будем подравнивать это руками, пальчиками. Подровняем. Можно намочить, подровнять. И соединяем. Соединяем. Вот. Эти все ниточки я сейчас попрячу. Смотрите, она немножечко еще волнует, но мы сейчас так слегка попридавливаем. Подвыровняем. Все, сейчас я запрячу ниточки, и все будет очень даже красиво. Вот такая салфеточка получается. Ниточки я прячу с помощью иглы. Не знаю, показывать вам это или нет, вы все равно, наверное, это все умеете, знаете. Просто немножечко запутываю. Можно завязать узелком, можно не завязывать. Так, здесь у нас ровный край получился. Вот здесь внизу можно завязать узелочек. Чуть-чуть запуталась. Все, спрятали, обрезали. И также прячем остальные. И вот она, наша подставочка, готова. Смотрите, между двумя подставками есть небольшая разница. Здесь я вязала только столбики с накидом, а здесь я довязывала еще один столбик без накида. То есть это получается немножечко повыше. Тут уже смотрите сами, какая высота вам нужна. Для чашки вполне достаточно только 5-го ряда. Здесь есть 6-й. Вот такая милота у нас получилась. Они очень миленькие, удобные, красивые. Прям хочется сюда что-то положить. Сейчас. Сюда монетки. А сюда конфетки. Это чтоб не съесть много. А то такую миску как поставим, как начнем конфетки трескать. И потом поправляемся, удивляемся. А так, красота. Подписывайтесь на мой канал. Будем еще что-нибудь придумывать и делать интересное. Всем пока!